Ну вот. Наконец-то я урвал ее. Всех приветствую на своем канале Фэншоп полезный и не очень. Сегодня у нас будет распаковка новенькой, долгожданной плоечки PlayStation 5. Так сказать, прикоснемся с вами к Next Gen. Немножечко предысторию расскажу, как мне получилось ее урвать. Сейчас в магазине, конечно, творится полный пец. Вот, других слов у меня просто нет. Напомню, год назад консоль вышла, PlayStation 5. Ровно год назад, там плюс-минус 2-3 дня. И на старте продаж ее ценник варьировался там в районе 40-45 тысяч. И все тогда говорили: вау, это дорого. Хотя я тогда уже думал, в принципе, что для консоли next-геновской это вполне себе нормальный ценник, приемлемый. Я как-то особо в игры не играл, особенно на PlayStation. Была у меня, конечно, PlayStation в начале. У меня была первая PlayStation 2, третью, четвертую я не застал. Как раз таки в период, когда вышла PlayStation 3 и PlayStation 4, я пересел на ПК полностью. То есть я стал ПК-боярином. Да, вышло так. И я вот эти все игры, последние эксклюзивы, как-то не застал. Я думаю, все, пора наверстывать. Заодно и вам покажу, так сказать, Next Gen. Я как-то особо за ценами не следил на PlayStation. Посмотрел, они на старте продаж все стоили в районе 40 тысяч. 40, по-моему, это была Digital версия без дисковода. С дисководом она на 10 тысяч дороже стоила. Я когда хотел поучаствовать еще летом в волне распродаж в всем известном магазине, но подумал, в принципе, мне нет времени сейчас играть, и думаю, показывать вам, ребята, я покажу, а особо времени на это не будет. И как-то такое думаю, и пройду мимо, и все. И так забил на эти распродажи, на эти волны, и все. А как-то на днях глянул, все-таки думаю, впереди праздники, Новый год, надо, думаю, купить, порадовать себя. Глянул, зашел в магазин, и я офигел, ребят. Цены доходят до 106 тысяч. 106 тысяч. Карты временно не работает. Ребята, это куда годится в магазинах? Да, я понимаю, это дефицитная вещь. Sony до сих пор не наладили поставки нормально. Дефицит полупроводников, еще этот долбанный всем известный вирус, не хочу его даже называть. Все это дело, конечно, наложил свой отпечаток на реализацию этой продукции. Но 110 тысяч, вы что, совсем? Куда что за цены такие? И вот посмотрел, посидел в интернете, как, что, волны распродаж, всем известным оранжевым будем его называть, волны распродаж закончились уже, тут появилась на другом маркетплейсе, на Озоне, ребят, да, его назову, думаю, дай попробую купить. И не поверите, ребят, с первого раза купил, все нормально, привезли мне эту приставочку буквально за 2-3 дня, без всяких каких-то проблем. Вот сегодня мы ее вскроем, и я вам покажу Next Gen. Присаживаемся поудобнее, запасаемся вкусняшками и вперед, погнали! Вот в такой вот красивенькой, реально, вот чем мне Sony всегда нравились, у них очень красивая упаковочка. Смотрите, прям аж заставляет кричать: открой меня, открой. И дизайн, конечно, PlayStation — это бомба. Да, ладненько, это все, конечно, щенячьи такие визги. Все здорово, давайте приступать наконец-то. Вот такой вот белой коробочке с надписями Sony поставляется. В комплекте продавалась, да, кстати, ребят, только с комплектными играми. Сама консоль же не продавалась так отдельно. Пришлось брать ее в комплекте. Вот здесь у нас, не знаю, будет вам видно, не будет, комплект Sony PlayStation с дисководом. Да, это, кстати, вторая ревизия, не первая, а вторая. Не знаю, говорят, что там вроде как-то меньше радиатор стал, я особо не разбирался, но по сути, в принципе, все то же самое. Чуть-чуть они уменьшили его, решили сделать, так сказать, сэкономить, потому что и так люди хавают. Ладно, и так сойдет. И все, вот сама PlayStation, одна коллекционное издание, это Neo Collection и Returnal, одна штука, то есть 2 игры здесь в комплекте. Будем сейчас вскрывать и смотреть. Да, кстати, ребят, видите, Озон здесь вскрывал. Такие пломбочки свои поставил белые. То есть они комплектуют игры прямо внутри коробки. Не знаю, для чего это сделано и зачем это. Могли бы так просто давать. Ладно, что есть, то есть. Так, на обратной стороне коробки изображена вот наша Play Like Never Before. Играй на новом уровне. Круто, конечно. Обалденно. Так, с правой стороны сама PlayStation с нумерацией CF1108A.
Ну и здесь PlayStation. Здесь была наклейка, они испачкали, блин, ее, зараза. Вот этот Озон, значок. PlayStation. Так, давайте открывать этот волнительный момент. Плоечка. Ну и вот. Сейчас я хочу на праздниках пройти все эти коллекции, все эти эксклюзивы, которые прошли мимо меня. Их очень много. God of War, Uncharted. То есть вот эти все вещи, это я считаю это просто шедевры игровой индустрии. И лишать себя их, было бы как-то несправедливо. Заодно буду с вами делиться, ребят. Если вам будет такой контент интересный, ставьте пальцы вверх. Я буду выкладывать чаще. Спасибо. Ну а теперь погнали. Далее. Так, вскрываем наши пломбочки. Оп. Оп. Ах, какой волнительный момент. Какой волнительный момент. Вот здесь у нас испачкали, блин, коробочку, озоновцы. Могли бы как-то получше это все сделать. Ладненько. Угу. Так, вот она у нас коробка в коробке. Да, но уже все-таки Новый год. Под Новый год я забыл, ребят. Все, теперь новогоднее настроение. Ставь лайки за гирлянду. Опа. Коробочка в коробке. Кстати, вот эта ручка, она очень удобно сделана. Особенно, когда ты куда-то едешь, везешь ее, действительно классно сделано. Опа, все. Эту коробочку отставляем в стороночку. Красота. PlayStation. И вот она, вторая коробка. Опа. Полностью беленькая. Здесь немножко накосячили. С изображением PlayStation. Ай, красиво. Но красота, не красота. Этот минимализм, это просто бомба. PlayStation, блин, это что-то. Невероятно. Так, далее. Опа. Опа. Ах, класс. Далее такая вот коробочка. Дальше встречает нас ручечка. Ручечка очень удобная, в отличие от того же Xbox, кстати. Там ничего такого подобного нет. Так, ну и вот они, две игры наши комплектные. Neo Collection. Neo первая часть и Neo вторая. Русские субтитры. Интересно. Попробуем, пройдем. Что это такое? Ну и вот это тоже игрушка, говорят, неплохая. Returnal. Полностью на русском. Ох, как я, ребят, давно не держал диски с игрой. Ё-моё. Невероятно. Просто невероятно. Ах. Те люди, которые играли когда-то на консоли, начиная еще с Sega, с первой PlayStation, они меня... поймут. Это вот особое чувство, когда ты держишь игру, когда ты вот понимаешь, диджитал-версия, конечно, здорово, все носители цифровые, это очень удобно, круто, но когда ты держишь диск с игрой, это что-то невероятное. Вот эти коллекции, помню клубы игровые, где вот эти диски, они просто стояли как библиотека. Сейчас я испытал приблизительно такой же детский восторг, как раньше. Это круто. Ладно, дальше. Немножечко меня ностальгия нахлынула. Волной просто. Так, дальше у нас вот такая вот коробочка. Угу. Не знаю, все ли там видно вам? Я думаю, все. Давайте. Опа. Вот такая коробочка. Мы ее... Да, так, наверное, и будем, да. Здесь у нас инструкция. Руководство пользователя. Ну, в принципе, все как обычно. Само собой будет на русском, я думаю. Краткая инструкция на всех языках. Как запускать диски. Все. В принципе, этот пункт мы, я думаю, пропустим. Вот, поэтому это ощущение, я как будто вернулся в детство. Ребята, что-то невероятное. Понимаешь, это звучит как-то так кринжово,
кто испытывал эти чувства, вот это вот новенькое. Раньше, в 90-е, в 2000-е, ну просто очень тяжело было достать все эти дела. PlayStation были такой редкостью. Те, кто вот мог хоть как-то прикоснуться к этому, он испытывал вот это ощущение восторга. Ой, никак не могу отойти от этого чувства. Блин, ребят, чуть ли как слезу не пустил. Это что-то, настоящие эмоции. Ай, вот такая вот штучка такой перевязана. Почему не черная, я не знаю. Так, это у нас шнур питания. Вполне обычный. Давайте посмотрим длину его. Ну, длина приблизительно метр 20. Далее нас встречает вот он, новенький, совершенно новенький геймпад или джойстик, как мы раньше называли их. Ох, ребята, крутяк. Здесь такая еще нанесена текстура в виде буквок, крестика, нолика, треугольника, квадратика. Вот она мелкими деталями нанесена. Это что-то. О, какие курки, блин. Круто. Слушайте, ребят, какой он комфортный. Просто невероятно комфортный. Да, джойстик DualSense. Он идет у нас в комплекте тоже один. Чуть-чуть позже остановимся на нем. Дальше у нас идет кабель. Кабель у нас для зарядки. Как раз таки Type-C. Он у нас для джойстика подключения. Давайте длину его посмотрим. Так. Ну, длина довольно-таки длинная, я думаю, должна быть. Ну да. Длина у нас 1,5 метра. Так, ну и все. В этой коробке, я так понимаю, больше ничего нет. Не, есть, ребят. Стоп. Есть. Это у нас идет подставочка. Подставочка под саму плоечку нашу. Под PlayStation 5. Вот она. То есть ее можно выставлять как плоечку горизонтально, так и вертикально. Нечаянно. Здесь болтик должен прикручиваться, я так понимаю, да? Да, ну, разберемся. Чуть-чуть вот так, да, поворачивается она. Оп. Вот он болтик. Этот болтик вкручиваем и заворачиваем, чтобы у нас приставочка стояла уверенно. Так, хорошо, пока мы ее тогда уберем в стороночку. Далее у нас шнур HDMI 2.0. Да, длина у нас тоже метр 20. Так, далее все, в этой коробке больше ничего нет. Такие вот отсеки у нас удобно сделаны. Убираем их. Убираем. Ну, давай, родная, давай. Опа, все. Такой вот у нас пенальчик. Убираем его. Ну и теперь сама консолька. Ребята, вот она. Вот она, рыба моей мечты, вот она. Ай, вытаскиваем ее. Вот она. Ух, она тяжеленькая-то какая, ребят. Вот в таком вот она пакетике поставляется у нас завернутый. Вот она какая красотка наша. Опа. Да. Дизайн, конечно, ребят, просто космический. Просто футуристический. Что я могу сказать? Да. Бомба. Производитель Sony Interactive. Круто. Это что-то. Так, ну что, ребят, я переместился, чуть-чуть пониже сделал, чтобы вам было более удобно. Весь хаос убрал с коробок. Продолжим, ребят, продолжим. Вот она, сама консолька. Просто дизайн, конечно, космос. Она выглядит, смотрите, ну просто космическая. Здесь у нас по разъемам пробежимся. USB
порт USB, я не помню, 3.1, по-моему, они все новые. USB Type-C, включение, кнопочка включения-выключения, вот она, и кнопочка извлечения диска. Потом на лицевой части передней панели у нас такое вот изображение PlayStation. Красиво, красиво, говорить нечего. Сверху у нас вот такая вот окантовочка идет. Смотрите, просто топовая. Просто топ дизайн. Смотрите. О, ну да, просто космос. Да. Так, на правой стороне у нас идет консоль. Вот такой вот горбик. Это у нас для сидеров, для диска. Вот он. На нижней панели консоли расположились прорези для всасывания воздуха. Сзади у нас расположился разъем для подключения питания. Блок питания у нас сам встроенный в консоль. Это очень круто. HDMI. Интернет. RJ45. Подключение высокоскоростного интернета проводного USB 3.1. Второй USB 3.1. И такие массивные прорези для всасывания воздуха. Воздуха ей нужно очень много, ребят, да. Просто невероятно. Она должна у нас дышать. Чем больше, тем лучше. То есть ее желательно ставить, чтобы она везде продувалась. В закрытом пространстве ее лучше не держать. Ну согласитесь, ну красотка же, а? Ну, просто невероятно. Смотрите на это. Ну, блин, вот как будто из космоса, реально. Очень красивая. Просто невероятно красивая. Ребят, просто в шоке. Ты просто красивая, что труба, я тебе говорю. Не сказал, и купил ее за 60 тысяч на Озоне. Я думаю, это вполне себе нормальная приемлемая цена, с учетом того, что у нас в магазинах они просто космос, а не ценники. 100 тысяч за консоль, но это перебор. Впереди выходные. Плюс у нас здесь нарисовалась очень щедрая распродажа от самой Sony. Для жителей России можно взять подписку PS Plus на год всего за 1600 рублей. Я считаю, это просто подарок. И в этой подписке уже будут у нас PS Collection, по-моему, называется, уже будут включены как раз таки все эти тайтлы, которые мне нужно пройти. Uncharted, God of War, вот эти все прикольные, классные игры. Ну и плюс с новыми играми познакомимся. Вот такая была у нас распаковочка. Я поделился своими эмоциями. Надеюсь, это видео вам понравилось. Вы немного поностальгировали вместе со мной по тем временам 2000-м, когда были игрушечки, были игрушечки, времена были, да. Ладненько, спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, если до сих пор не подписаны. Не забываем сжать колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей на моем канале. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.